Глава 271. Медальон Великого Перемещения и древняя транспортная формация. Медальон Великого Смещения. Хань Ли никогда не слышал это название прежде. Однако, вследствие того, что Лу Тиньмэн и Сюань Юэ пытались уничтожить друг друга, чтобы заполучить его, очевидно, он был очень ценным. Однако, Хань Ли не смел рисковать. Он достал золотые кинжалы и осторожно коснулся скелета. Увидев, что ничего не произошло, он успокоился и подошел поближе, чтобы забрать командный медальон. Синий командный медальон слабо мерцал голубоватым светом и был похож на драгоценный камень. Медальон был выгравирован обычными декоративными рисунками и древними письменами. Очевидно, что это был очень древний предмет, но больше в нем не было ничего примечательного. Духовная сила, содержащаяся внутри, тоже не была высокой. Хань Ли задумался на мгновение и слегка приподнял его с помощью золотого кинжала, в результате чего тот выпал из руки скелета. Когда он поднял его, Хань Ли увидел, что медальон был сделан не из металла, как он думал. Он был одновременно и гибкий, и тяжелый. Он, казалось, был усовершенствован из дерева. Повертев его в руках какое-то время, Хань Ли попробовал передать медальону немного духовной силы. Но внезапно из командного медальона вырвалась огромная засасывающая сила, которая отняла у него большое количество духовной силы. Испугавшись, Хань Ли без промедления отрезал связь с духовной силой, в результате чего всасывающая сила исчезла. После этого Хань Ли не осмелился испытывать его снова и осторожно положил командный медальон в свою сумку. Затем он взглянул на таинственную транспортную формацию, и ему было очень любопытно, куда оно ведет, и, естественно, Хань Ли не стал бы опрометчиво использовать его. Более того, даже если бы у него действительно возникли такие идиотские мысли, транспортную формацию уже было невозможно использовать. Угол формации был поврежден. Хотя повреждение было небольшое, этого было достаточно, чтобы транспортная формация стала неработоспособной. Хань Ли моргнул и внезапно достал нефритовую пластинку. Он записал внешний вид и декоративный дизайн транспортной формации, чтобы у других спросить о ней и посмотреть, можно ли ее восстановить. Он очень жаждал этого. Сделав все это, Хань Ли обвел взглядом огромную пещеру, чтобы посмотреть, не упустил ли он чего. В результате чего за грубым каменным столбом он обнаружил два сверкающих полупрозрачных яйца, каждый размером с кулак. Хань Ли был приятно удивлен при виде этого. С одного взгляда он понял, что это были яйца демонического паука. Лично испытав свирепость демонического зверя, как Хань Ли мог упустить такую возможность? Он немедленно достал кожаную сумку, которая была предназначена для удержания духовных зверей, культиватора с горы духовного зверя. Затем он осторожно положил паучьи яйца в сумку, а затем убрал ее в карман. Оглянувшись еще раз, Хань Ли, к своему сожалению, больше ничего не обнаружил. Тем не менее, Хань Ли был доволен своей добычей. Затем он подошел к трупу белого паука и расчленил его, убрав его конечности в свою сумку. После он испепелил огненными шарами трупы Сюань Юэ, Лу Тиньмэна и других культиваторов. Взглянув на радужный скелет, Хань Ли также бросил в него несколько огненных шаров, намереваясь сжечь его тоже. Но в результате скелет слился с пламенем и сконденсировался в 7-8 маленьких радужных жемчужин. Это сильно потрясло Хань Ли, и он тут собрал их из любопытства. Хань Ли собирался покинуть это место, но прежде он решил сделать так, чтобы никто другой его не обнаружил. Полоской лазурного меча он уничтожил вход в пещеру после того, как вышел оттуда, что полностью заблокировало вход. Естественно, он также сохранил это место глубоко в своей памяти, чтобы прийти сюда снова. После этого Хань Ли пошел по направлению ветра в сталактитовой пещере, обнаружив скрытое отверстие. Он, наконец, вернулся на поверхность. Поскольку Хань Ли боялся культиваторов дьявольского да, бродящих по окрестностям, он тут же забрался на свою лодку божественного ветра и в направлении горного хребта Тайюэ. Через 7-8 дней Хань Ли вернулся в долину Желтого Клена. После того, как он сообщил о случившемся своему распорядителю, который был на дежурстве, он вернулся в свою пещеру Бессмертного. В этот момент он знал, что второй этап войны уже начался. Более того, 7 сект получили энергичную помощь от 2 соседних стран в самом начале, и казалось, что они в настоящее время побеждают. Это привело к тому, что атмосфера в долине Желтого Клена стала менее напряженной. Она уже не была такой пессимистичной, как в начале войны. Вернувшись, Хань Ли увидел, что в его пещере Бессмертного все было так же, как раньше. Он расслабился и глубоко выдохнул. Можно было сказать, что его возвращение в секту при нынешних обстоятельствах было неразумным, поскольку его легко могли послать в бой. Однако, любой ученик из 7 сект, который бы решил уклониться от воинской обязанности, сурово наказывался. Самым легким было изъятие духовных камней, а самое тяжкое наказание — уничтожение его магической силы.
Это было совершенно неприемлемо. Более того, ему стало известно, что 7 сект уже провело более сотни наказаний различной степени. Кроме того, ученики, покинувшие поле боя, которые не имели задания или уже выполнившие его, обязаны были сообщать об этом секте в течение определенного времени. Если не было никаких сообщений в течение этого времени, ученик уже подвергался наказанию. Естественно, что чем сильнее были попытки уклонения, тем жестче было наказание. Отряды 7 сект преследовали бы их всю оставшуюся жизнь, пока не убили бы их. Пока существовали 7 сект, преследование никогда бы не закончилось. В этот момент Хань Ли не хотел покидать долину Желтого Клена и государство Юэ. Естественно, он открыто вернулся, чтобы подчиниться приказам. По правде говоря, согласно его выводам, разве могло быть безопасное убежище в Южном Небесном регионе, если бы весь регион страдал от одновременного расширения дьявольского Да и праведного Да? Миры культивации повсюду были в состоянии войны. Это был лишь вопрос времени. Таким образом, он мог также оставаться в государстве Юэ. В конце концов, свою родину было трудно покинуть. Первое, что сделал Хань Ли, возвратившись в пещеру Бессмертного, так это спрятал яйца паука в источник духовной энергии. Духовная ци должна медленно инкубировать и выращивать их. Затем он быстро уединился на 2 дня и, наконец, закончил культивирование первого уровня техники великого развития. Он не знал, было ли это совпадением, но сущность техники владения лазурным мечом достигла 5-го уровня после долгого периода отсутствия прогресса. Хань Ли был очень удивлен этому. Сейчас он был на средней стадии заложения фундамента. Когда Хань Ли почувствовал это, он очень обрадовался. В конце концов, каждый прирост культивации увеличивал его шансы на выживание в этот опасный военный период. Однако Хань Ли был озадачен тем, что спустя несколько дней после его возвращения секта все еще не назначила ему миссию. Это вызвало у Хань Ли беспокойство. По своему опыту он знал, что чем реже миссии, тем они опаснее и труднее, но, проскинув немного мозгами, Хань Ли пришел к выводу, что раз его секта находилась в состоянии войны с 6 сектами, все равно не могло быть никаких безопасных миссий. Если он чуть не лишился жизни, охраняя шахту духовных камней, то кто знал, что могло произойти в другом задании? После этих размышлений ум Хань Ли снова успокоился. Должен ли он воспользоваться этим небольшим перерывом, чтобы начать исследование этого медальона Великого Смещения? Что касается его учителя Ли Хуаюня и Хун Би, ему не нужно было объяснять ситуацию с Дун Сюанер. Поскольку они были культиваторами стадии формирования ядра, они уже давно покинули секту и были на миссиях. В небесном павильоне знаний долины Желтого Клена Хань Ли провел 2 дня безумных поисков, в конце концов, обнаружив простое введение о медальоне Великого Смещения в книге «Знания о пещерных тайнах». Согласно книге, этот блестящий синий командный медальон использовался древними культиваторами для перемещения себя на очень большие расстояния. При себе нужно было иметь этот магический инструмент, иначе безопасность путешествия не могла быть гарантирована. Обладая подобным медальоном Великого Смещения, культиватор мог спокойно телепортироваться, не боясь погибнуть под большим давлением при перемещении через пространство. Что касается телепортации на короткое расстояние, в этом случае давление можно было не учитывать. Например, с небольшой транспортной формацией в зале Юэлу Хань Ли не испытывал бы ни малейшего дискомфорта. Что касается того, как именно медальон Великого Смещения гарантировал безопасность перемещения на дальние расстояния, книга не объясняла. Кроме того, метод создания этого медальона был давно потерян во время суматохи древнего мира культивации. Существующие медальоны Великого Смещения также исчезли бесследно один за другим. В настоящее время он уже стал реликвией, о которой почти никто не слышал. Однако это не обязательно было так, поскольку древние транспортные формации стали легендой, как и медальоны Великого Смещения. Возможно, в других местах также существовал и другие формации, как в небесном южном регионе. Возможно, они были скрыты в какой-то заброшенной местности или потаённых местах секты. Но в современном мире культивации самая дальняя транспортная формация могла перемещать примерно только на 50 километров. Что касается древних транспортных формаций, они могли перемещать на нескольких миллионов километров. Их принципиально нельзя было сравнивать. Даже в этом случае клан или секта могли позволить себе строительство только 3 или 4 транспортных формаций, поскольку это было слишком дорого. Теперь, когда Хань Ли ясно понял использование медальона Великого Смещения, первая мысль, которая пришла ему в голову, была: может ли быть, что подземная транспортная формация был древней транспортной формацией? Это предположение заставило сердце Хань Ли бешено биться. Он знал, что вероятность этого была велика. В этом случае с помощью этого медальона Великого Смещения и с восстановленной транспортной формацией он мог бы немедленно переместиться в место, удаленное не менее чем на 5 миллионов километров.
Тогда ему не нужно было больше участвовать в этой неразберихе между 7 сектами государства Юэ и 6 сектами дьявольского Да. Он мог переместиться на новое место и продолжить свое совершенствование там. С этой мыслью Хань Ли обнаружил, что не может сдерживать себя. Он начал искать книги о древних транспортных формациях, чтобы узнать, есть ли способ, чтобы восстановить эту подземную транспортную формацию. Хань Ли провел много дней, просматривая библиотеки Небесного павильона знаний. Тем не менее, он не нашел ни одной книги с заклинаниями о формировании древних транспортных формаций. Это вызвало разочарование у Хань Ли. В этот момент Хань Ли подумал об одном человеке, который мог бы помочь ему восстановить эту формацию. Глава 272. 1 год. Человек, о котором подумал Хань Ли, был, естественно, Цинься, с которым он заключил договор несколько лет назад. Поскольку Цинься был его другом, мастером формирования заклинаний и владел техникой создания формирования восстанавливающегося заклинания 5 стихий, он, конечно же, должен быть хорошо осведомлен о других формациях. Эту древнюю транспортную формацию можно было также назвать заклинанием. Таким образом, возможно, этот друг мог помочь ему восстановить формацию. Когда Хань Ли подумал об этом, его сердце вздрогнуло. Вспомнив дату, когда они должны были встретиться, он понял, что до нее оставалось не так много времени. Однако его могли отправить на миссию в любое время, поэтому он не мог уйти прямо сейчас, чтобы найти его. Казалось, у него не было выбора, кроме как отложить путешествие. Подумав об этом, Хань Ли почувствовал легкое разочарование, и у него пропало настроение продолжать просматривать книги заклинаний. Он просто вернулся в свою пещеру Бессмертного. Вернувшись в пещеру Бессмертного, Хань Ли обнаружил, что яйца паука стали больше. Похоже, источник духовной энергии был достаточно эффективным для ускорения инкубации. Когда Хань Ли увидел это, он немедленно создал простую систему управления заклинаниями, контролирующую дух, основной метод культиватора для управления детьми демонических животных. Затем он добавил туда несколько капель кровавой эссенции и поместил паучьи яйца внутрь. Заклинание вступило в силу, и 2 белых яйца поглотили кровавую эссенцию. Затем Хань Ли обратно поместил в духовный источник. Не успел Хань Ли это закончить, как в его пещере появился талисман передачи звука, который приказывал ему незамедлительно отправиться в главный зал. Его сердце вздрогнуло. Он знал, что ему, наконец, дадут задание. На главном поле битвы между 7 сектами государства Юэ и 6 сектами дьявольского Да, холмистый участок на равнинах Золотых Кряжей общей границы между государствами Юэ и Чоцзы, где Хань Ли управлял, контролировал 2 полосками света тисков черного дракона и несколькими золотыми кинжалами. Он безумно атаковал ученика секты Призрака на ранней стадии заложения фундамента. Хотя все его тело было покрыто черной ци, а вокруг него вращалось несколько человеческих черепов, он не смог устоять под натиском 2 магических инструментов Хань Ли, поэтому Хань Ли быстро нашел брешь в его обороне и разрезал его на куски. Хань Ли тут же схватил сумку своего противника. Еще один человек исчез с лица этой бескрайней пустыни. Когда он забрал свою добычу, небо уже потемнело. Как обычно, культиваторы стадии формирования ядра дьявольского Да и 7 сект должны были выйти на битву. Если сражение заденет место, где он находится, он наверняка погибнет от несправедливой смерти. Хань Ли вспоминал битву между культиваторами стадии формирования ядра, которую он ранее видел своими глазами. Страх до сих пор был в его сердце. Магическое сражение между культиваторами стадии формирования ядра дока трансформации сабли и секты контроля над духами сотрясало небо и землю, а также разрушило окружающее пространство на несколько километров вокруг. С тех пор Хань Ли сразу отступал, когда небо темнело, даже если ему приходилось уходить с пустыми руками. За год до этого он и несколько других культиваторов получили приказ сопроводить транспортировку духовных камней в это место. Впоследствии они должны были остаться там и просто стать пушечным мясом в многочисленных последовательных крупномасштабных сражениях. Битва, которая только что произошла в пределах равнины Золотых Кряжей, была такой битвой, когда тысячи противников пытались убить друг друга. Это было обычным явлением. Еще более озадачивало то, что с тех пор, как второй этап войны между дьявольским Да и 7 сектами привел к ничьей, обе стороны каждый месяц вступали в полномасштабные сражения на этих равнинах. Случайные, мелкие сражения, такие как это, происходили каждый день. Так называемые крупные стычки включали в себя тысячи культиваторов с каждой стороны. Для небольших столкновений каждая сторона отправляла небольшие группы культиваторов, состоящие из 3-5 человек, либо даже одиночных культиваторов к центру равнины, которые стремились уничтожить как можно больше культиваторов противника. Большие стычки всегда проходили не по плану.
Несмотря на то, что обе стороны сражались достаточно энергично, количество жертв было довольно небольшим. Если сторона действительно старалась изо всех сил, другая сторона активировала свой основной защитный барьер, так что было бы чрезвычайно трудно навредить им. Поскольку разница в силе культиваторов стадии формирования ядра и стадии заложения фундамента была слишком велика, культиваторы фонда словно безмолвно договорились сражаться в промежуток времени между утром и вечером, устраивая мелкие столкновения. С наступлением ночи начинался бой между культиваторами стадии формирования ядра. Культиваторы стадии формирования ядра сражались в одиночку, 1 на 1, даже если была вероятность того, что они могли получить тяжелые травмы. Но если их жизнь была в опасности, то скорость, с которой культиватор стадии формирования ядра мог скрыться, была поистине удивительной. Так прошел год. Каждая сторона понесла потери в виде нескольких сотен культиваторов стадии заложения фундамента. Что касается культиваторов стадии формирования ядра, то их потери также были незначительными. Это привело к тому, что лидеры обеих сторон чувствовали сильную боль от своих потерь и были в небольшой депрессии. Поскольку культиваторы стадии концентрации ци обладали скудной магической силой, они могли только культивировать. Таким образом, среди культиваторов стадии концентрации ци не было потерь. Однако за этот год войны на поле боя саботаж и набеги не прекратились, в результате чего и дьявольская Да, и 7 сект чувствовали, что они больше не могут продолжать. Обе стороны одновременно пытались ослабить своих противников и накопить свои собственные силы. Оба они ясно понимали, что приближается момент решающей битвы. Спустя 2 часа Хань Ли прибыл в лагерь союзников на своей лодке Божественного Ветра. Деревянные и каменные комнаты различных размеров, едва ли можно было разглядеть внутри могли большого защитного формирования. Это были импровизированные здания, созданные культиваторами с использованием древесных и земных атрибутов даосской магии. Естественно, лагерь был разделен на регионы, соответствующие их сектам. Хань Ли тут же отправился в свое жилище, небольшую каменную комнату. Плотно закрыв дверь, он временно опечатал комнату флажками ограничительного заклинания. Затем Хань Ли достал предметы из своей сумки, которые он заполучил сегодня, прежде чем тщательно рассмотреть их. Опять куча человеческих черепов и маленьких флагов. Кто, кроме секты призрака, сможет их использовать? А этот меч неплох. Я оставлю его в качестве запасного. Пробормотав про себя, Хань Ли отделил магические инструменты, которые могли бы быть ему полезны. Те, которые он не мог использовать, он хранил в отдельной сумке. После того, как Хань Ли спрятал все в сумке, он убрал ограничительное заклинание и вышел. Повернув за несколько углов, он направился к очень заметной комнате. Эта деревянная комната простиралась на 150 метров и была покрыта золотой краской. Когда солнце садилось, она мерцала так, как будто она действительно была сделана из золота. Хань Ли бесцеремонно толкнул дверь и вошел. Комната была оживленной и имела несколько десятков торговых ларьков, установленных культиваторами. Даже сейчас были культиваторы, которые торговали различными предметами. Хань Ли поспешно проскочил через несколько ларьков и с большой скоростью обменял предметы в сумке на духовные камни. После того, как он обменял все предметы, у него стало около 100 духовных камней. Хань Ли не обращал внимания ни на что другое, а прямо направился к центру комнаты в сторону крупнейшего ларька. Витрина этого продавца растянулась на 20 метров, что почти в 3-4 раза больше, чем у другого продавца. Владелец ларька был культиватором на средней стадии заложения фундамента. Без лишних слов Хань Ли кинул на стол свою сумку, полную духовных камней, и сказал: «Старший брат Чень, я собрал 500 камней, чтобы обменять на траву плачущего дракона». «Хе-хе, ох уж этот брат Хань. Поистине впечатляюще, как тебе удалось так быстро собрать столько духовных камней». Продавец тут же улыбнулся, глядя на сумку, полную духовных камней. Затем он погрузил свое сознание в сумку, чтобы пересчитать духовные камни. «Неплохо, неплохо. Здесь действительно 500 камней духа. Вот твоя трава плачущего дракона. Удостоверьтесь, чтобы спрятать ее должным образом». Толстяк Чень тут же вытащил нефритовую коробку и вручил ее Хань Ли. Хань Ли взял ее и тут же открыл, чтобы удостовериться. Удостоверившись, он убрал ее и тут же спросил толстяка: «Что касается моих предыдущих просьб о таблетках, есть ли какие-нибудь новости? Если есть формулы таблеток, я готов заплатить больше». «Дорогой друг, формулы таблеток – очень редкие вещи. Хотя некоторые культиваторы стадии заложения фундамента и могут обладать некоторыми из них, это очень ценные вещи. Кто посмеет продавать их? Кроме того, если дорогой друг хочет иметь формулу таблеток, которая будет полезна для культиваторов стадии заложения фундамента, это еще сложнее. Я не жалел своих сил, но я действительно не смог найти их.
Когда толстяк Чень услышал слова Ханьли, он горестно высказал ему свои жалобы. Чувствуя легкое разочарование, Ханьли холодно улыбнулся и сказал: «Это не имеет значения. Если нет ничего, то забудьте об этом. Я все еще должен поблагодарить старшего брата Чень за помощь в поиске этих 2 формул таблеток, которые ты передал мне ранее». Когда толстяк Чень услышал эти слова, он радостно улыбнулся, сказав: «Эти 2 почти разрушенные формулы таблеток я получил за много лет. Я не был уверен, что ты действительно захочешь приобрести их. Однако, дорогой друг все-таки решился их купить, чтобы поэкспериментировать. Это не то, на что бы решился обычный человек. В конце концов, энергия и время, необходимые для этого, слишком велики. Это подвиг, который, возможно, удастся совершить спустя несколько поколений благодаря постоянным усилиям». Сказав это, толстяк чувствовал себя немного тронутым словами Ханьли. Когда Ханьли услышал это, он слабо улыбнулся и больше ничего не сказал. С тех пор, как Ханьли прибыл сюда, он был шокирован тем, сколько на этом импровизированном рынке лагеря было много редких товаров, которые нельзя было найти в обычных торговых городах. У них было почти все лекарственные ингредиенты, которых ему не хватало, чтобы усовершенствовать пилюли, он легко мог здесь достать. Доведя их до нужного возраста, он легко мог снова улучшить свою магическую силу. Ханьли потратил около 1000 духовных камней у этого толстяка ради того, чтобы получить 2 формулы таблеток. Это было приятной неожиданностью. Глава 273. Своевременная встреча. Большую часть камней из своей сумки Ханьли обменял на большинство ингредиентов, необходимых для новых формул древних таблеток. Поскольку ему были необходимы еще ингредиенты, Ханьли стиснул зубы и рискнул вытащить на продажу 2 400-летние травы. Другой вариант был отправиться на еще несколько заданий и убить культиваторов дьявольского Да. Таким образом, он мог бы не только получить награду в качестве значительное количество духовных камней, но и обменять предметы, найденные в сумках своих врагов, для еще большего количества духовных камней. Благодаря тому, что он обладал множеством талисманов сокровищ и силой техники великого развития, даже если бы Ханьли столкнулся с культиватором на поздней стадии заложения фундамента, он смог бы сбежать от противника в целости и сохранности. Точно так же, как если бы Ханьли столкнулся с культиваторами на ранней или средней стадии заложения фундамента, у них бы не было возможности ему противостоять, и им бы пришлось спасаться бегством. Конечно, разве могут такие важные культиваторы, как молодой мастер секты Призрака, участвовать в таких операциях? Благодаря всему этому Ханьли заработал себе небольшую репутацию за последний год среди культиваторов в стадии заложения фундамента 7 сект. Все знали, что появился какой-то наглец из долины Желтого Клена. Хотя он был всего лишь на средней стадии заложения фундамента, он уничтожил более 10 культиваторов дьявольского Да, оставаясь целым и невредимым. Ханьли использовал духовные камни, которые обменял, чтобы собрать все оставшиеся ингредиенты для формул древних таблеток. Узнав о том, что в лагерях нескольких других сект были сходные места обмена, Ханьли попросил толстяка Чень помочь в поиске формул таблеток, но теперь казалось, что надежды мало. Ханьли уже хотел было попрощаться с толстяком, как внезапный порыв сладкого аромата внезапно достиг его носа. Немного ошеломленный, Ханьли обернулся, чтобы взглянуть, позади него приближалась элегантная и хладнокровная женщина-культиватор. При виде ее прекрасного лица выражение лица Ханьли не изменилось, но в его сердце он был несколько встревожен. На самом деле это была та самая младшая боевая сестра Чень, с которой ранее у него была близость. Он тут же вспомнил провокационную, эротическую сцену той ночи, в его сердце возникло странное чувство. Подумать только, он не видел эту женщину с тех пор, как покинул запрещенную зону, поэтому он не знал, когда она прибыла в этот лагерь. «Пятый дядя — это тот предмет, о котором ты просил». Младшая боевая сестра Чень равнодушно оценила Ханьли. В ее глазах можно было различить удивление, но она просто подошла вперед к толстяку Чень и передала ему сумку. «Хех, племянница Цацань, ты как раз вовремя. Я только что вспоминал об этих вещах». Толстяк Чень с восторгом встретил младшую боевую сестру Чень, его щеки запылали. «Пятый дядя». Ханьли был ошеломлен тем, как она его назвала. Он никогда не ожидал, что этот толстяк, которого он знал большую половину года, на самом деле был старшим младшей боевой сестры Чень. Воинским сеньором Чень. Судя по его уровню культиватора на средней стадии заложения фундамента, его статус в клане Чень определенно не был незначительным. Младшая боевая сестра Чень, взглянув на Ханьли один раз, больше не обращала на него внимания. Такое холодное поведение заставило Ханьли почувствовать себя несчастным в глубине своего сердца. «Старший боевой брат Чень, мне пора, но я обязательно приду к тебе в ближайшее время».
Вежливо проговорил Хань Ли вежливо, не желая больше оставаться. Он повернул голову и вышел из лавки. В это время Чэнь Цзяцань холодно взглянула на удаляющуюся фигуру Хань Ли. Нахмурив брови, она спросила толстяка Чена, который осматривал ее сумку. «Пятый дядя, этот трусливый кот что-то пытался купить у тебя». «Трусливый кот?» Толстяк Чэнь был шокирован словами Чэнь Цзяцань. «Да, парень, который просто стоял здесь. Ты говоришь о Хань Ли?» Толстяк Чэнь несколько раз своими крошечными глазами, как будто он не верил своим ушам. «Да, я говорю о нем». «Что-то не так?» Чэнь Цзяцань переспросила с любопытством. Тогда, во время путешествия в запрещенную зону, у боевой сестры Чэнь сложилось о Хань Ли именно такое впечатление. Она считала, что Хань Ли был человеком, который мог полагаться только на удачу и всегда использовал возможность избежать драки. Толстяк Чэнь помолчал мгновение, а потом вдруг вздохнул и сказал странным тоном: «Цзяцань, ты только что прибыла сюда и не знаешь всей правды. Хотя я не знаю, почему ты думаешь, что этот парень, трусливый кот, у него большая репутация в секте. Он чрезвычайно сильный культиватор, который уничтожал более 10 культиваторов стадии заложения фундамента. Так что он определенно не может быть столь непосредственным человеком. Я даже хочу порекомендовать этого человека лидеру клана после еще нескольких сражений. Если мы сможем переманить его на свою сторону, он нам очень поможет. Он уничтожил более 10 культиваторов стадии заложения фундамента», — спросила младшая боевая сестра Чэнь. Холодное выражение на ее лице превратилось в изумление. Она действительно не верила тому, что слышала. Она тут же повернулась, чтобы взглянуть на него еще раз, но к этому моменту Хань Ли уже довольно давно вышел из комнаты. Выйдя из пункта обмена, Хань Ли задумался на мгновение, затем направился к резиденции своего мастера Ли Хуаюань, готовясь отдать дань уважения своему мастеру в соответствии с общим соглашением. В качестве культиватора стадии формирования ядра жилища Ли Хуаюня нельзя было сравнить с обычными культиваторами. Он жил в уютном домике посреди большой формации. Его жена, естественно, жила вместе с ним. Что же касается 7 старших боевых братьев Хань Ли, кроме старшего, который все еще стоял на страже за пределами Зеленой пещеры, у всех остальных были миссии, и их здесь не было. Остались только Хань Ли и его 4-й старший боевой брат Сун Мэн. В первый день, когда Хань Ли приехал и направился к Ли Хуаюню, уровень его культивации средней стадии заложения фундамента поверг мастера в шок. В конце концов, Хань Ли только несколько лет назад успешно вошел в стадию заложения фундамента. Даже культиваторы с большим талантом при обычных условиях тратили более 10 лет, чтобы продвинуться с ранней стадии на среднюю, поэтому внезапное продвижение Хань Ли естественно вызвало любопытство Ли Хуаюня. Не найдя очевидных доказательств столь быстрого роста, обыскав его тело, Ли Хуаюань остался озадаченным. Хань Ли, естественно, не стал раскрывать правду. Вместо он прикинулся дурачком, как если бы он также не знал, что произошло, в результате чего Ли Хуаюань надолго погрузился в депрессию, прежде чем вообще отказаться от этого вопроса. В конце концов, у него были и другие проблемы, а времени на расследование этого вопроса у него не было. Что касается проблемы с кланом Янь и Дун Сюанер, которая попала в руки врага, Ли Хуаюань и Хун Фу уже знали об этом. Они были возмущены этим, но совсем не обвиняли Хань Ли. В конце концов, сила противника была слишком велика. Того, что Хань Ли смог сбежать, было непостижимым подвигом. Пока он размышлял об этом, Хань Ли уже прибыл в резиденцию Ли Хуаюня. То, что Хань Ли увидел, потрясло его. Его 4-й боевой брат Сун Мэн фактически стоял снаружи комнаты, держа себя за плечи. Он выглядел так, как будто он был часовым, стоящим на страже. При виде Хань Ли Сун Мэн рассмеялся и громко сказал: «Младший боевой брат Хань, ты снова пришел, чтобы поклониться мастеру?» Хань Ли слегка рассмеялся и ответил: «Да». После того, как Хань Ли приобрел свою репутацию, он несколько раз участвовал в тренировочном бою с Сун Мэн. Хотя Хань Ли полагался на магические инструменты, чтобы пробить его защиту и победить его, тот постепенно начал чувствовать себя более дружелюбным по отношению к Хань Ли. Таким образом, между ними появилось что-то вроде дружбы, и они стали смеяться и разговаривать друг с другом. Младший боевой брат Хань, мастер, в настоящее время занят обсуждением важных дел с гостями, так что тебе придется подождать снаружи. Я достиг кое-какого прогресса в своей технике культивации, почему бы тебе немного не поболтать со мной?» Сун Мэн улыбнулся Хань Ли, сделав приглашение. Это заставило Хань Ли немного занервничать. С тех пор, как он сдружился со старшим боевым братом Сун Мэном, каждый раз при встрече он предлагал ему сразиться с ним. Однако как Хань Ли мог проявить свою истинную силу? Естественно, он твердо отказывался каждый раз. Если бы это было в долине Желтого Клена, от старшего боевого брата Сун Мэн было бы не так легко избавиться.
К счастью, в этом палаточном лагере было много сильных культиваторов, а также много противников. Если Сун Мэн видел, что ему не удается уговорить Хань Ли, он всегда мог найти других людей для спарринга. Только тогда Хань Ли, наконец, мог вздохнуть с облегчением. Таким образом, услышав последнее предложение Сун Мэн, Хань Ли горько рассмеялся, хотя он и не собирался соглашаться на это, однако Хань Ли очень заинтересовался Ли Хуаюань и группой гостей вместе с ним. В конце концов, то, что Сун Мэн использовал такие уважительные слова, означало, что люди в комнате, скорее всего, были культиваторами стадии формирования ядра. Но как только он захотел выудить из Сун Мэн кое-какую информацию, плотно закрытая дверь внезапно открылась, и оттуда вышли несколько мужчин и женщин-культиваторов. Ли Хуаюань и его жена внимательно провожали их, пожимая им руки. Как и ожидалось, все они были культиваторами стадии формирования ядра. Хань Ли четко видел, что у этих 4 мужчин и 3 женщин уровень культивации был непостижимо высоким. Он и Сун Мэн не посмели загораживать им путь и поспешно расступились перед ними по сторонам, как только Ли Хуаюань увидел Хань Ли, но он лишь слегка улыбнулся, не обращая на него никакого внимания. Другие культиваторы, естественно, также взглянули на Хань Ли, но большинство из них затем просто игнорировали его. В конце концов, культиватор средней стадии заложения фундамента совсем не то, на что стоит обращать внимание. Тем не менее, стройная женщина-культиватор с красивой фигурой, у которой была вуаль на лице, внезапно остановилась, когда ее взгляд переместился на Хань Ли. И ее фигура внезапно вздрогнула. В то же время странный, еле различимый свет вспыхнул в ее глазах. «Божественная Нангун, ты раньше встречала этого скромного ученика». Увидев странное поведение этой женщины-культиватора, другие культиваторы странно взглянули на нее. Даже больше, Ли Хуаюань открыл рот, чтобы спросить об этом, чувствуя себя еще более потрясенным. Как только Хань Ли услышал имя «Божественная Нангун», его сердце тут же вздрогнуло. Буря эмоций начала бушевать в его сердце. Хотя он решительно поддерживал спокойное выражение лица, но не мог не взглянуть на эту женщину. Глава 274. Задание. Нет. Просто он очень похож на старого друга, которого я давно не видела. Странное выражение в глазах божественной Нангун исчезло, и ее взгляд снова стал холодным и ясным. Услышав это, Хань Ли почувствовал горечь во рту. А тогда это действительно совпадение. Ли Хуаюань осторожно рассмеялся, глядя на Хань Ли. Однако лицо Хань Ли ничуть не изменилось и оставалось таким же спокойным, как вода. Другие культиваторы переглянулись между собой. Хотя у них на лицах было понимающее выражение, только небеса знали, насколько они действительно поверили. Божественная Нангун тоже знала, что вряд ли ее слова вызовут доверие у других, однако она больше не стала ничего говорить, а просто ушла прочь. Все остальные пристально смотрели на Хань Ли, прежде чем попрощаться с Ли Хуаюаном и его женой. Улыбка на лице Ли Хуаюань медленно исчезла после ухода гостей. Он нахмурил брови, затем повернулся и равнодушно сказал Хань Ли: «Следуй за мной в комнату, у меня есть к тебе пара вопросов». При виде этого Хань Ли горько пожаловался самому себе, но он мог только согласиться и последовать за ним. Молодая жена мастера сказала ему пару добрых фраз и последовала за своим мужем. Когда Хань Ли вошла в зал, Ли Хуаюань сидел на стуле и выглядел очень задумчивым. «Ты и Нангун Ван из секты маскирующейся луны знаете друг друга?» Ли Хуаюань, без лишних слов, прямо спросил об этом у Хань Ли. Хань Ли немного помолчал, услышав это, много раз взвешивая варианты ответов в своем сердце. Он знал, что его мастер определенно заметил странное поведение Нангун Ван, и что у него нет возможности уклониться от ответа. Таким образом, он мог только кивнуть головой в знак признательности. У этого ученика действительно была судьбоносная встреча с этой боевой тетей Нангун. Услышав, что Хань Ли так легко признался в этом, Ли Хуаюань действительно почувствовал, что это было несколько странно, и выражение его лица сразу стало теплее. «Можешь мне рассказать, как именно это произошло?» Любопытство молодой жены мастера возросло, как только она услышала ответ Хань Ли, поэтому она не могла не спросить. Только что Нангун Ван прямо отрицала, что они с Хань Ли знают друг друга, но теперь этот ученик вдруг сказал, что они знакомы. Там определенно была интересная история. Ли Хуаюань, услышав вопрос своей жены, также кивнул головой и посмотрел на Хань Ли. Казалось, он тоже хотел узнать всю историю. «Мастер, пожалуйста, простите меня». Поскольку этот вопрос затрагивает некоторые личные дела боевой тети Нангун, этот ученик однажды поклялся ей, что я никогда не расскажу об этом. «Пожалуйста, простите меня, мастер и жена мастера». Хань Ли тактично отказался, сказав приготовленное заранее правдивое оправдание. Услышав эти слова, Ли Хуаюань и его жена были невероятно удивлены.
Переглянувшись между собой, Ли Хуаюань продолжил разговор. Поскольку ты поклялся ей, я, естественно, не могу заставить тебя нарушить свою клятву. Однако мастер хотел бы напомнить тебе, что лучше всего ограничить контакт с ней. Нужно знать, что очаровывающие техники секты маскирующейся луны действительно впечатляют, и я боюсь, что ты сам не заметишь, как попадешь под влияние ее «да», не осознавая этого или даже вопиющим образом игнорируя это. Но так как ты выглядите вполне здравомыслящим человеком, я уверен в тебе. Сердце Хань Ли успокоилось, когда он услышал это. Он неоднократно проговорил «да» в знак согласия. Следы беспокойства в сердце Ли Хуаюня исчезли, когда он увидел почтительное выражение лица Хань Ли. Он с радостью передал Хань Ли некоторые указания и ответил на его вопросы о культивации. Хань Ли, естественно, слушал чрезвычайно внимательно, не желая, чтобы мимо его ушей проскользнуло хоть одно слово Ли Хуаюань. После того, как он задал несколько вопросов об опыте Хань Ли в процессе культивации и был вполне удовлетворен ответами Хань Ли, Ли Хуаюань неожиданно сказал то, что чрезвычайно удивило Хань Ли. «Хань Ли, прямо сейчас у меня есть личное дело, о котором я хотел бы, чтобы ты позаботился. Ты готов выполнить эту задачу?» Личное дело. Хань Ли был удивлен всем своим сердцем, но он тотчас ответил без всяких слов: «И если у мастера есть для меня какое-то дело, вы можете просто сказать мне. Естественно, я сделаю все возможное, чтобы разобраться с этим». Ли Хуаюань был очень доволен отсутствием нерешительности у Хань Ли и тут же встал, немного прошелся по залу, прежде чем произнести серьезным тоном: «На самом деле это не слишком опасно. Я просто хочу попросить тебя временно побыть в качестве телохранителя, обеспечивая безопасность члена семьи». Телохранитель. Защитить кого-то. Хань Ли почувствовал себя несколько ошеломленным, но все еще молча ожидал следующих слов Ли Хуаюня. «Мы изначально хотели, чтобы твой четвертый старший боевой брат Сун Мэн занялся этим, но я слышал, что за последнее время ты убил множество культиваторов дьявольского «да», что сильно шокировало и меня, и мою жену. Я никогда не ожидал, что такой жестокий человек окажется под моей опекой. Я также слышал, что даже люди из других 6 сект часто говорят о тебе. Из-за этого я был бы более спокойным, если бы ты пошел на это дело». Ли Хуаюань осторожно рассмеялся. Очевидно, что сейчас он был в очень хорошем настроении. В это же время молодая жена мастера проговорила, улыбаясь: «Кроме того, Сун Мэн оставался в пределах Зеленой пещеры с тех пор, как он был молод и не получил достаточно опыта. Его боевого опыта недостаточно, и это только одна из причин, почему ты должен выполнить это задание. В конце концов, человек, которого ты должен защищать, смертный». Услышав слова похвалы от Ли Хуаюня и его жены, Хань Ли выглядел крайне смущенным и наигранно рассмеялся. Однако, когда он услышал, что его миссией будет охрана смертного, хотя внешне Хань Ли казался нормальным, в своем сердце он был несколько подавлен. С какими опасностями может столкнуться простой смертный человек? Любого случайного ученика на стадии концентрации ци было бы достаточно. Почему они хотят, чтобы он, культиватор стадии заложения фундамента, стал его телохранителем? Возможно, Ли Хуаюань угадал опасения Хань Ли, потому что он тут ждал развернутое объяснение. «Человек, которого я хочу, чтобы ты защищал, потомок моего старшего боевого брата, который когда-то спас мне жизнь. Однако, его единственный сын, смертный без духовных корней, без возможности культивировать, он может оставаться только в мире смертных. Поэтому, прежде чем он умер, я пообещал ему, что я обязательно обеспечу безопасность и благополучие его потомков. Я тайно поддерживал эту семью в течение последних 100 лет, предоставляя множество богатств и полностью устраняя любые опасности». Ли Хуаюань прекратил говорить, как будто вспоминая прошлое. Но потом он собрался с мыслями и сказал: «Однако за последние несколько дней я получил уведомление о том, что 6 секты дьявольского «да» собираются отправить несколько низкоуровневых учеников, чтобы они затерялись в мире смертных этого государства, чтобы уничтожить некоторых людей, которых 7 наших сект тайно поддерживают. Они хотят повредить поставки базовых материалов для наших сект. Из-за моих отношений с этой семьей, они, дьявольское «да», скорее всего, уже знают о них. Таким образом, у меня должен быть представитель, который может пойти вперед, чтобы сохранить безопасность этой семьи, когда грянет буря. Конечно, если культиваторы дьявольского «да» не станут искать неприятностей, тем лучше». Услышав это, Хань Ли почтительно кивнул головой, показывая, что он все понял. «Хорошо, я напишу письмо нынешнему лидеру клана, чтобы рассказать ему о тебе и сложившейся ситуации. Он также единственный человек, который знает об отношениях между мной и предыдущим боевым предком. Я также рассказал другим, что в течение этого периода времени твое отбытие будет считаться миссией. Таким образом, тебе не нужно беспокоиться о наказании. Кроме того, этот нефритовый лист содержит подробную информацию обо всем клане.
Возьми его с собой, когда вернешься в свою палатку, и уложи в свои вещи. Ты выдвигаешься завтра, пока ситуация не изменилась», — приказал Ли Хуайюань. Хань Ли поклонился, затем вышел. Хань Ли сидел в своей лодке божественного ветра, пролетая над землей в десятках футов на полной скорости. Его текущим назначением было не местоположение клана, который он должен был защищать в столице государства Юэ, Юэцин. Сейчас он летел в направлении государства Юань-У. Воспользовавшись кое-каким свободным временем на этой миссии, Хань Ли спешил навстречу, о которой он и Ци Юнься договорились заранее. Кроме того, он хотел убедиться, сумел ли этот мастер восстановить поврежденную древнюю транспортную формацию. Если бы 7 сект потерпели сокрушительное поражение в решающей битве, это было бы его последним средством спасения. В противном случае, если бы 6 сект дьявольского Да победили, они бы сделали все возможное, чтобы подавить и починить культиваторов. Как он мог в этом случае продолжить свою культивацию? Хань Ли прикинул, что если в этом путешествии не произойдет никаких происшествий, 20 дней будет более чем достаточно, чтобы позаботиться о деле, не откладывая миссию, которую ему передал Ли Хуайюань. Таким образом, он мог продолжать уверенно двигаться вперед. Место встречи Ци Юнься и Хань Ли находилось в Чихане маленького города-государства Юань-У. Основываясь на том, что сказал Ци Юнься, Чихана был открыт одним из его подчиненных. Поэтому, как только Хань Ли придет в это место, он сможет легко связаться с Ци Юнься. Хань Ли двигался со скоростью молнии. Даже если он время от времени сталкивался с другими культиваторами, он просто ходил мимо них, не обращая на них никакого внимания. У него не было никаких намерений беседовать с ними. Спустя такого изнурительного полета в течение 7 или 8 дней Хань Ли, наконец, прибыл в небольшой город под названием Золотая лошадь государства Юань-У. Чтобы не привлекать лишнего внимания, Хань Ли приземлился и убрал свои магические инструменты в нескольких километрах от города. Затем он медленно направился к городским воротам. Хотя этот город был невелик, у ворот города толпились люди, которые беспрерывно входили и выходили оттуда, погруженные в свои дела. Хань Ли выглядел совершенно обычно, свою форму секты он заменил на поношенную конфуцианскую одежду. Таким образом, он мог легко затеряться в толпе, не привлекая к себе внимания. Эта Чихана была довольно неизвестной. Ему пришлось спросить случайного ребенка, чтобы узнать о местоположении Чихану чистого источника. Затем он направился к месту. Естественно, когда Хань Ли оказался перед ней, он какое-то время рассматривал ее с большим интересом. Глава 275. Ароматный чай. Эта чайная не была большой. Это было всего лишь одноэтажное здание с 3 комнатами. До того, как Хань Ли вошел, он почувствовал запах ароматного чая. Хань Ли был несколько удивлен. Хотя Хань Ли не очень много понимал в сортах чая, он почувствовал легкий след духовной ци в чайном аромате. Его сердце вздрогнуло, и он, не колеблясь, зашел дальше. 3 комнаты располагались рядом, одна большая и 2 маленькие. В этот момент в чайной были группы из 3-4 человек. Внутри не было свободных мест, поэтому нескольким посетителям приходилось ждать снаружи. Несмотря на то, что в Чихане было много народу, никто не шумел. Большинство из них молча потягивали ароматный чай из своих кружек. Только несколько человек перешептывались. На стене самой большой комнаты в центре над верхней частью стены висела вывеска из желтой бумаги длиной в несколько метров. На ней крупным и красивым почерком было написано: «Каждый гость может получить только 1 чашку чая в день». Это было довольно привлекательно. Когда Хань Ли увидел это, ему стало смешно. Это был первый раз, когда он видел, что тот, кто зарабатывает на жизнь продажей еды или напитков, ограничивает количество продукции, которое могут купить другие. Однако он только посмеялся и не стал больше думать об этом. Вместо этого он окинул взглядом комнату и тут же заметил человека, который, казалось, ходил взад-вперед по Чихане. Это должен быть хозяин магазина. На вид ему было лет 40, у него были короткие волосы, что придавало ему исключительно проницательный вид. В этот момент он стоял у передней стойки, что-то подсчитывая на счетах. Время от времени он поворачивал голову, чтобы посмотреть на свою книгу. Хань Ли прошел несколько шагов и остановился у стойки, оставаясь спокойным и тихим. Это заставило хозяина магазина взглянуть на него с удивлением. Как только он увидел Хань Ли, его выражение лица сразу же изменилось. Он торопливо отложил счеты и книжку в сторону и оставил переднюю стойку. С легким почтением он спросил: «У вас есть какое-нибудь дело, с которым младший может помочь старшему? Я не пожалею на это сил». Хозяин магазина неожиданно оказался культиватором, но уровень его культивации был очень низким. Он был только на 4-м уровне стадии концентрации ци.
Теперь, когда перед ним стоял старший с непостижимо глубоким уровнем культивации, он был взволнован. Хань Ли ничего не сказал, а только слегка провел рукавом по стойке, незаметно оставив на ней лазурный нефритовый кулон. Когда хозяин магазина увидел этот нефритовый кулон, он какое-то время безучастно смотрел на него. Но вскоре после этого он произнес с приятным удивлением: «Итак, это старший Хань. Этому младшему недостает манер. Молодой мастер Ци уже сказал мне, что старший прибудет в ближайшее время. Этот младший ждал вас довольно долго». Когда Хань Ли услышал это, он убрал свой нефритовый кулон и спокойно сказал: «Я хочу увидеть молодого мастера вашего клана. Пожалуйста, проводите меня. Я буду следовать вашим приказам, старший». Сначала он позвал двух официантов в магазине и, сказав им несколько слов, он повел Хань Ли к черному ходу и покинул город вместе с ним, направляясь на запад. Город Золотой Лошади был расположен на желто-зеленых холмах с запада. Их было бесчисленное количество, и они поражали своим разнообразием. Хозяин магазина провел Хань Ли через холмы и несколько раз повернул. Затем они достигли большой впадины, охватывающей более 15 акров. В центре впадины располагалось около 8 комнат из белого камня. К востоку и к западу от комнат произрастал лазурный бамбук. После того, как владелец магазина привел Хань Ли в это место, он поклонился Хань Ли и сказал: «Старший, молодой мастер находится в этих комнатах. Однако комнаты окружены несколькими ограничительными заклинаниями. Обычно я докладывал бы молодому мастеру, прежде чем привести постороннего, но поскольку молодой мастер уже рассказал мне о старшем Хань, и если старший внимательно проследит за мной, вы сможете войти. В противном случае вы активируете защитные заклинания». Хань Ли задумчиво оглядел впадину и лазурный бамбук, а затем равнодушно ответил: «Я понимаю. Не стесняйтесь идти впереди». Когда владелец магазина услышал Хань Ли, он глубоко вздохнул и осторожно повел Хань Ли в комнаты. Он шел очень странно. В один момент он шагнул вперед на 3 ступени, затем вернулся на 2 шага, затем прошел 5 шагов, затем повернулся и прошагал 6 шагов. Со стороны все это выглядело довольно хаотично. Таким образом, они медленно приблизились к комнатам в центре впадины. «Молодой мастер, старший Хань прибыл. Пожалуйста, выходите и убедитесь сами». Когда они оказались примерно в 30 метрах от комнаты, хозяин магазина выпустил дыхание и громко крикнул в сторону самой большой комнаты: «Старший Хань прибыл». «Отлично. Однако, пожалуйста, подождите минуту. Я скоро выйду», — приятно удивленный голос Цинься донесся из комнаты, а затем раздался небольшой взрыв, за которым последовало горькое проклятие Цинься. Черт, еще один провал. Когда каменная дверь открылась, Цинься вышел с разочарованным видом. От него пахло палёным. Однако после того, как он увидел Хань Ли, его лицо, казалось, просияло, и он сказал: «Это действительно старший. Это так здорово. Пожалуйста, следуйте за мной, позвольте младшему показать свое гостеприимство как хозяина. В этом месте есть чай высшего качества. Давай выпьем несколько чашек». Цинься сердечно пригласил Хань Ли в комнату. Его движения стали намного более ловкими, чем когда Хань Ли в последний раз видел его несколько лет назад. «Тогда я должен поблагодарить вас». Хань Ли знал, что ему все еще нужно попросить его о помощи, и был очень вежлив. После этого он вошел в комнату и сел возле длинного стола длиной 3 метра. «Старший, это...» Цинься приказал хозяину магазина приготовить чай, затем повернулся к Хань Ли, немного колеблясь. Казалось, хотел о чем-то спросить у Хань Ли. Тихо улыбаясь, Хань Ли достал книгу «Опыт Юнься» и положил ее на стол. Она все еще сияла мерцающим серебристым светом, что доказывало, что печать была на месте. Когда Цинься увидел эту книгу, он вздрогнул. Но когда он только собирался протянуть руку и взять ее, он вдруг вспомнил что-то и сразу же сказал: «Старший, пожалуйста, подождите немного». И вышел поспешно. Хань Ли слабо улыбнулся, как будто он догадался о его намерениях. Вскоре после этого Цинься оживленно вернулся в комнату с небольшой деревянной коробочкой около фута длиной. «Старший — это набор магических инструментов для создания формации, улучшенного возобновляющегося заклинания 5 стихий. Хотя его сила не так высока, как первоначальная мощь заклинания, но я улучшил ее в 3 раза по сравнению с той, что дал вам ранее», — проговорил Цинься извиняющимся тоном. Казалось, он все еще немного волновался по поводу того, что не улучшил силу магических инструментов для создания формации так, как было договорено ранее. В 3 раза. Лицо Хань Ли изменилось. Он был очень удивлен.
Ханли, который на сегодняшний день обладал защитой формации мощностью в 1/10 часть от изначального заклинания, которое уже удовлетворяло его потребностям, был приятно удивлен новостями о дальнейшем улучшении. Даже культиватор стадии формирования ядра, Лэй Ваньхэ, почувствовал, что эта формация была довольно мощной. Если он действительно усилил формацию в 3 раза, он смог бы сопротивляться даже культиваторам стадии формирования ядра. С этой мыслью Хань Ли не мог не взглянуть на деревянную коробку. Тем временем Ци Юнься взял серебряную книгу и внимательно стал осматривать ее. Когда Хань Ли открыл коробку, он увидел набор флагов и пластин с репрессивной духовной ци. Хань Ли внимательно осмотрел их. Этот набор магических инструментов имел гораздо больше флагов и пластин, чем предыдущий набор. Кроме того, устройства и письменные печати были, очевидно, более сложными. Казалось, что слова Ци Юнься были правдивыми. Его сила была намного больше, чем предыдущая интерпретация. Хань Ли с удовлетворением положил флаги формации и взглянул на Ци Юнься. В этот момент Ци Юнься легонько поглаживал свою книгу. Похоже, он сделал аналогичную проверку и подтвердил, что печать осталась. Я очень удовлетворен этим улучшенным набором магических инструментов для создания формации. Я действительно побеспокоил вас, сказал Хань Ли с легкой улыбкой. Слова старшего слишком преувеличены. Я действительно благодарен, что старший вернул книгу с неповрежденной печатью. Этот младшему стоит сердечно благодарить вас. Когда Ци Юнься услышал слова Хань Ли, он покачал головой так, как будто бил ей в барабан, и сердечно ответил. Хань Ли улыбнулся и, сказав несколько более скромных замечаний, немного поболтал с Ци Юнься. Через несколько мгновений хозяин магазина пришел с 2 чашками прекрасного, изумрудно-зеленого чая. Чайный аромат был намного богаче чая из чайханы чистого источника. Очевидно, более высокие сорта чайных листьев выделяют немного больше духовного ци. Хань Ли сделал 2 глотка. Он сразу почувствовал, что его рот освежился, а разум очистился. Он не мог не похвалить его, сказав: «Хороший чай». Я не знал, что чайные листья можно смешивать с духовным ци. Мне не хватит слов, чтобы описать этот чай. Я предполагаю, что это должно быть сделано лично даосистом. Я действительно восхищен, Хань Ли сказал это от всей души. Хань Ли никогда не слышал, чтобы кто-то мог смешивать духовную ци с обычными чайными листьями. Кроме того, аромат чая был несравненным, намного лучше, чем лучшие чаи смертного мира. Когда Ци Юнься услышал слова Хань Ли, он смущенно помялся и поспешно объяснил: старший недопонимает. Этот чай не был доработан этим младшим. Мой близкий друг подарил его мне. Эти чайные листья были результатом почти 10 лет исследований моего близкого друга в мире смертных.